Всем привет! Немногие знают, что есть соленое озеро в Харьковской области. Очень интригующее название в такой дали от моря и соленых выработок, не правда ли? И это название полностью соответствует действительности. Да, недалеко от села Антоновка, что в Кигичевском районе Харьковской области, расположено одно из самых удивительных живописных оазисов – Соленое озеро. Увы, но Соленое озеро – это не природный водоем, а результат техногенной катастрофы. Место как привлекающее своей необычностью и красотой, так и пугающее своим происхождением и легендами. История происхождения этого озера связана с поисками новых месторождений природного газа и нефти на территории Харьковской области. Существовала гипотеза, что под солеными куполами, которые залегают на большой глубине, может скапливаться природный газ. Под ним нефть, а под нефтью вода. В 1962 году во время бурения скважины под добычу природного газа произошло резкое повышение давления газовой смеси, вследствие чего была разрушена бурильная установка, и все работы в срочном порядке пришлось свернуть и эвакуировать жителей близлежащего села Антоновка. Местные рассказывали, что столб пламени при горении газа был виден за несколько километров. Тушить газ пытались несколько месяцев, но удалось потушить только когда спало давление, после чего были пробурены несколько скважин под углом, заложена взрывчатка, и путем подрыва газ все же удалось потушить. Специалисты не ожидали, что давление газа будет аномально высоким – 300 атмосфер. Это и стало причиной выхода из скважины 20-метрового фонтана газа. Люди, работающие в это время на вышке, успели эвакуироваться, а земные недра все продолжали бушевать. Спустя 2 дня стихия снова дала о себе знать. Земля будто вздрогнула. Это ощутили люди, живущие в ближайших населенных пунктах. Природный газ вновь пробился наружу, и земля вокруг него начала проваливаться. В результате вся буровая вышка ушла под землю в образовавшийся кратер диаметром около 60 метров. Кратер очень быстро заполнился водой, проходившей через залежи соли. Именно так в Харьковской области образовалось Соленое озеро. Существует легенда, будто глубина озера 2,5 километра, но пока это не подтверждено. Замеры показали глубину не более 10 метров. Возможно, впадину завалило и заилило. Но мне, например, не по себе знать, что на дне где-то там буровая установка и техника. А с виду так маленькое озеро. Стоит отметить, что созданное техногенной катастрофой Соленое озеро близ Антоновки Кигичевского района сейчас популярно у местных жителей и приезжих, несмотря на то, что со временем озеро все же опресняется. По словам людей, которые побывали там, вода из-за соли очень хорошо заживляет раны. Ощущение, как будто на море, и чувствуется морской воздух. Большая плотность соленой воды не дает глубоко нырять. При погружении больше 1,5 метра вода становится намного холоднее. В озере ничего не живет, а зимой озеро не замерзает. Само озеро находится на расстоянии 100 километров от Харькова. Если захотите посетить это чудесное место, координаты озера я оставлю в описании к данному видео. Когда поедете, берите питьевую воду с запасом и, если нужно, еду, так как ларьков и магазинов рядом с озером нет. Тени мало, поэтому крем для загара будет жизненно необходим. Заход в воду создает дополнительный экстрим. Он резкий, неудобный и обрывистый. Понырять или ловить рыбу в соленом озере не получится. Но в этом и заключается его необычность.
Возле озера можно остановиться с палаткой и наблюдать за ним в вечернем свете. По своим характеристикам и свойствам воду можно сравнивать с Мертвым морем. Данный факт заставляет сюда приезжать людей с различными недугами с целью излечения. Вокруг потрясающие пейзажи, которые идеально сочетаются с голубой водой и редкой зеленой растительностью. На канале есть видео про еще одно озеро в Харьковской области, про Голубое или Кварцевый карьер. Также достойно вашего внимания. Кто не видел, рекомендую посмотреть. Ссылку на видео найдете в описании к видео, которое сейчас смотрите. Ну а что касается Соленого озера, совсем недавно это место было малоизвестно среди харьковчан. Но сейчас здесь в выходные часто собираются немалые компании туристов и отдыхающих. Вот такие невероятные объекты существуют на нашей земле, и что вдвойне приятно, в Харьковской области.